Здравствуйте, мои дорогие! Я приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте мы посмотрим с вами. Ноябрь месяц, ваша любовная ситуация. Какое новое знакомство к вам идет в вашу жизнь? Какой мужчина новый будет у вас на пороге? Итак, давайте мы с вами сделаем сигнификацию. Ну, вот этой колоде замечательной. И мы сможем с вами потом продолжить. Я посмотрю, сделаю один вариант, либо два. Но сейчас мы приступаем. Опа, с вами развернулись карты, да, ну мы их назад. Такое бывает. Сейчас мы с вами приступим к сигнификации. Думайте, пожалуйста, о вас. Для того, чтобы сейчас, когда вы посмотрите сигнификацию, вы поймете, насколько это резонирует с вашей ситуацией, да. И будем посмотреть. Какие-то беспокойные вы. Что-то как-то так, есть тревоги какие-то. Прямо карты сыпятся из рук. Как-то мне передается, как будто ваша какая-то тревога, да? Так, ну что, давайте. Итак, первое, что хочу сказать. У вас есть какая-то мечта. Вы наметили себе что-то. У вас есть мечта. Скорее всего, здесь мечта, здесь связана с любовью, потому что тема у нас любовная, правильно? Здесь мечта, скорее всего, вы знаете, представляете себе образ, какого вы человека хотите встретить, либо уже есть у вас любимый человек, с которым вы хотите укрепить ваши отношения, либо продолжить, да? Тут мы будем уже дальше смотреть по ситуации. Я развернула карту, потому что YouTube начал, вы знаете, цепляться вот к вот этим вот картам, где оголенная, скажем так, натура. Вот пишут и пишут предупреждения, поэтому лучше так. Будем надеяться, что все обойдется, да, что сделаем. Что сделаешь? Так, здесь точно, вот смотрите. Как будто было, есть ощущение, что какая-то ваша мечта, в общем, разрушилась. То есть, может быть, вы с кем-то общались, да, мечтали об этом человеке, хотели встретиться, хотели развития отношений. Человек, допустим, взял, пропал, куда-то потерялся. Либо разочаровал вас. Ну, вот здесь идет как разрушение мечты. И вы вложили в эту мечту чувства свои, понимаете, какие-то надежды, какие-то чувства, что-то разрушилось. Принесло вам большую боль, девочки. Десятка мечевая, большая боль, большая рана. Я знаете, что хочу сказать? Единственное, в чем, что есть хорошего в этой десятке, когда уж она выпала, да, когда уж вы находитесь в этих энергиях, то что это обычно самый такой болезненный момент. Больнее уже не будет. То есть вы начнете выздоравливать из какой-то ситуации. Вы знаете, эта ситуация на самом деле, может быть, давно была. Может быть, очень давно вы как-то доверили кому-то свое сердце, человек не оправдал ваших надежд и ожиданий. Вот. И может быть, сейчас на самом деле у вас вообще пусто на душе, просто пусто. Но мы сейчас смотрим, как бы, что к этому привело, да, вот все-таки какое-то ранение ваше, душевное, сердечное, оно было, какое-то разрушение, какие-то потери были. Насколько это было давно, это у каждой по-разному, у каждого человека по-разному, да. Дальше смотрим. Ну, однозначно такая какая-то вот потеря веры, потеря доверия, потеря, разбитая какая-то надежда была. Почему я говорю, что здесь про любовь? Потому что мы такую тему задали, да. Именно мы ожидаем в ноябре новое знакомство у вас все-таки, нового мужчину. А у кого-то, конечно, может быть, будет еще и перемирие. Мы это тоже посмотрим. Вот. Но если карты будут четко показывать что-то про другие сферы вашей жизни, конечно, мы будем читать. Мы же не будем игнорировать, да. Итак, сейчас в вашей жизни что еще? Ну, вы, наконец-то, вот мне что нравится, что вы все-таки готовы вот принять это что-то новое, это нечто новое в вашу жизнь, вы принять все-таки уже готовы. Смотрите, у нас здесь новый путь вышел, нулевой аркан, прямо вот по карте, с картой судьба. То есть вам вот идет уже все, судьба, разворот, новый путь. Я вам хочу сказать, что... Есть такое ощущение, что долго, много думая о своей жизни, в том числе о своей жизни личной, о ваших каких-то ошибках, да, о ваших, может быть, кто-то на грабли одни и те же наступал, как угодно. Долго как бы об этом размышляя, вы пришли к мнению тому, что нужно за этим старым чем-то захлопнуть дверь и открыть дверь все-таки во что-то новое. И я вижу, как у вас все-таки вырастают эти новые крылья. Все должно получиться на самом деле. Вы все-таки справились, да, со своей растерянностью, со своим разочарованием, со своим неверием в любовь или в людей, или лично к какому-то вот человеку,
недоверия. Вы с этим справились. Ну что ж, будем мы скоро идти в сам расклад. Еще несколько карт на сегодняшний день. Так, для кого-то из вас, прямо на сегодняшний день, у кого-то из вас, девочки, могут быть какие-то мужчины, которым вы симпатизируете. Могут быть такие. Смотрите, здесь у нас вышла все-таки кубковая карта. То есть, да, приятность, приятный человек, там нравится, может быть, кто-то. И у нас вышло целых 3 мужчины. Здесь у нас рыцарь вышел, король и император. То есть, есть ощущение, что какие-то вам люди есть, которые сейчас симпатичны. Может быть, даже кто-то из вас на выборе, либо просто общайтесь с кем-то, кто вам приятен. А как оно дальше пойдет, будет видно. Здесь у нас мечевой вышел король, видите, император. И жезловый рыцарь получился у нас. Ну, будем посмотреть сейчас, кто же будет заходить реально в вашу жизнь для того, чтобы все-таки сделать вас счастливой. Да? Так, это у нас была такая сигнификация. Ну, давайте мы возьмем 2 варианта. Хорошо. Сейчас я подумаю, какие взять колоды. Вот эту давайте возьмем колоду новую. Новая колода. Так, первый вариант. И второй вариант, вот этот, вторая колода Сюрреалист Таро. Вот эту колоду возьмем. Так. Угу. Так, дорогие мои, вот нам камушки с вами. Вот так. Вот так. Пожалуйста, выбирайте. Пока вы будете выбирать, я приготовлю колоду. Хорошо? Колода новая, надо ее хорошенечко перетасовать. И вот понесло меня закупать новые колоды и новые тарелочки на отливки. И, в общем, не могу остановиться, честно скажу. Уже мои родные мне говорят: остановись, стоп. Так, ну что ж. Выбрали, да, первый вариант, либо второй. Выбрали, да, мои хорошие? Так, первый вариант, второй вариант. Итак, второй вариант сейчас я отложу. И будем смотреть, что же ноябрь. Какую подсказку даст, какой человек будет в вашу жизнь заходить, какой мужчина. Тем более я смотрю, что вы все-таки кем-то интересуетесь. Либо, знаете, еще, девочки, может что показывать. Может показывать, если у вас есть какой-то... Ну, какой-то свой идеал, какого вы бы хотели мужчину, да? Например, вы смотрите, там, у подруги какой замечательный муж, и вы понимаете, что вот такого человека с такими качествами, с такими чертами характера вы бы хотели. Поэтому это здесь может быть, ну, как показывать людей, которые вам уже как бы по сердцу, либо вы просто вот ваши идеалы, то, что вам хотелось бы, какого человека вы бы хотели встретить. Итак, первый вариант, давайте смотрим, ноябрь месяц, кто будет заходить в вашу жизнь, кто, какой, что вам принесет, да, это знакомство. Давайте. Итак. Угу. Ну, я хочу вам сказать, четко вышла у нас 4 пентаклевая, это стабильность все-таки, и кубковый туз. Значит, в ноябре будет заходить в вашу жизнь все-таки мужчина для стабильных отношений, да, не для какого-то одной встречи, либо там редких встреч, либо качелеобразных отношений. Пентаклевая 4 это нечто очень стабильное, такой фундамент. Видите, как тут четенько все. Человек стоит, вот опирается, да, есть твердая опора под ногами. И здесь у нас это все переплелось все-таки с любовным тузом, с кубковым тузом. По 7 пентаклевой что-то начинает, как бы уже семена посеяны. То есть, скорее всего, вы уже нравитесь какому-то мужчине, который начнет скоро проявляться, потому что семена посеяны, уже этот кустик растет, который потом вырастет в большое, огромное там дерево, либо куст. То есть, ну, процесс пошел, вы можете об этом пока не догадываться, да, человек может еще не проявляться. А может быть, у вас уже какие-то догадки, намеки, наметочки есть уже в голове, да, кто-то ходит вокруг вас, возможно, отправляет вам свои флюиды, да? Так, смотрим дальше. Вы знаете, я вот вижу сейчас, тем не менее, как я и сказала, мы будем смотреть не только про любовь. Есть ощущение, что вы сейчас очень сосредоточены на работе, на зарабатывании. Как-то ставите перед собой, возможно, больше цель сейчас. Не то, что больше цель, я найду сейчас эти нужные слова.
Это как бы то, что вы, возможно, держите уже в руках, да, вот та же работа. И вы идете каждый день на эту работу. И это то, что есть в вашей жизни уже четко, стабильно, да. Идете, зарабатываете деньги, это необходимо, и это и есть ваша жизнь. Ну, плюс семейные люди, родные, которые есть у вас. Как будто все-таки пока еще любовная история прямо на самый первый план не вышла. Может быть, ну, потому что просто нет этого человека еще рядом, да, с которым вы будете это все реализовывать. Планы есть у вас, но эти планы, насколько я вижу, они вот связаны все-таки с пентаклями, с денежными какими-то делами. Вот что-то заработать, вот что-то какие-то хлопочете, вы делаете движения в сторону именно связано с заработками. Вот такое вот вижу. Вот у вас есть цель вырваться именно, смотрите, у кого-то из долгов, а у кого-то может быть, ну, безденежье, долги могут быть. Могут быть вот такие ситуации, когда напряжение с деньгами, да, либо, допустим, может и работа-то стабильная, а выплаты редкие, либо уменьшили какие-то, вот что-то. Вас это очень огорчает. Вы как чувствуете, знаете, как подвешенное состояние. Тут непонятно, что будет завтра с работой, да, будет она или не будет, получите выплату, не получите. Вот что-то связано с работой очень вас сейчас тревожит, волнует. И как будто любовная история, в принципе, очень для вас важная, но вот в этот самый момент, вот ноябрь, да, мы смотрим, может быть, вот вы будете именно сосредоточены на решении какой-то важной проблемы, либо дилеммы, связанной с работой, как с деньгами. Так. И вот знаете, что карты вам хотят сказать? Что вам прямо вот идет подсказка. Пожалуйста, сосредоточившись на заработках, на работе, на денежках, не прозевайте, пожалуйста, мужчину, который будет заходить в вашу жизнь. Не запутайтесь вот в этих приоритетах, понимаете? Вот такое ощущение, что вам предупреждение, да, выберите приоритеты. Все равно, то есть, как бы вы ни были заняты, какой бы у вас там ни был аврал на работе, вот встречается мужчина, идет у нас рыцарь кубковый, с кубком. То есть это свидание может быть, это какой-то флирт, это что-то, какой-то человек подходит к вам со своим чувством каким-то. И у вас тут подсказка, да, чтобы вы не запутались вот в этой луне и в своих пентаклевых делах, а как бы нашли время для этого мужчины тоже. Даже если вы его пока не рассматриваете там совершенно всерьез. То есть позвольте себе, чтобы вот это дерево ваших возможностей, где именно вырастут ваши отношения, ну, чтобы оно разрослось, да, немножечко уделите внимание и время именно себе любимой. Вот иначе никак, понимаете? Если вы сосредоточитесь только на работе, вы просто прозеваете, проморгаете вот этот момент, когда человек будет в вашу жизнь стучаться и заходить. Вот смотрите, снова у нас идет рыцарь, теперь пентаклевый. И снова вы как будто сосредоточены совершенно не на любовных делах. Вот идет у вас тут борьба, соревнования, опять же за труд, за восьмерка. Восьмерка пентаклевая, это у нас труд, зарабатывание. И смотрите, есть такое ощущение, что вы сосредотачиваетесь на своих вот этих делах рабочих. А мужчины, они как по боку идут. Видите, вот они по боку. Это рыцари. Вы, скорее всего, может быть, не рассматриваете этих мужчин, как бы вы короля хотите. У вас же есть свой какой-то идеал, вы там для себя представляете, что вы хотите, да? Но есть такое ощущение, что вам нужно немножко как встряхнуться. Может быть, сходить на свидание. Может быть, вспомнить себя, не знаю, одеть красивое платье, там, туфли, помада, да, вспомнить, как себя ведет вообще женщина, когда флиртует, да? То есть, пожалуйста, не пускайте вот эту тему вообще по боку. Даже если пока еще это не ваш мужчина, вы не видите в нем себе мужчину для отношений, но человек зовет вас на свидание, сходите вы на это свидание, понимаете? Общайтесь с людьми, пускайте эту энергию мужскую в вашу жизнь, для того, чтобы там наконец-то вот это вот зернышко зародилось и проросло в вашей жизни. Вот смотрите, как интересно карты говорят. А карты никогда не врут, девочки. Именно когда вы чуть-чуть как бы меньше начнете себя проявлять, именно зациклены будете на каких-то делах, у вас сразу начнутся перемены. Идет у нас колесница, идет у нас новый путь, нулевой аркан. Как только, да, смотрите, все не получается ухватить. В чем-то, получается, идет, можно и потерять. Но это так оно и есть. Да, к примеру, у вас
скажем так, допустим, у вас такая работа, что вы ездите в командировке, а тут у вас свидание намечается. И у вас выбор, поехать в командировку, да, 245-ю там за год, или все-таки пойти на свидание, на котором вы тоже, может быть, год уже не были. И тут вы выбираете, что именно вам выбрать. Если вы выбираете свидание, то да, командировка отпадает, то есть как бы вы ее теряете, возможно, меньше заработаете. Но в конце концов уделите внимание мужчинам и себе лично, вот просто как женщине, да. Вот здесь вот так вот идет, что как только вы все-таки какой-то выбор сделаете приоритетов, у вас все-таки начинается новый путь. Так, а что за мужчина в вашу жизнь будет входить? Давайте посмотрим, кого вы действительно вот примете, захотите с ним быть, да, захотите с ним расцветать. Давайте посмотрим. Так, ну что такой мужчина будет, однозначно, четко нам говорят карты. Королева кубковая идет. То есть вы почувствуете вот это притяжение, да, вот это желание, вот эту... Вот это тепло, вот эту энергию мужскую рядом с вами вы почувствуете. Смотрите, насколько вы станете все-таки сильнее. Вы вышли с картой силы. То есть это чувство, оно вас тоже будет менять. Вы будете меняться. Кстати, хочу сказать, вот по шестерке кубковая, это же у нас очень часто какая-то ностальгия. То есть, возможно, эта ностальгия у вас как бы проснется по вам же, какой вы были раньше. То есть, как будто вы вспомните, да, какой вы были раньше. Когда вы бегали на свидание и не было, допустим, там большой семьи, родители, дети, да, заботы, дом, работа и все прочее, да, вот как будто вы вспоминаете вот это прошлое время, когда вы были совершенно свободными, легкими, да, одевали себе платьичко и бежали платьице. Бежали на это свидание. Вот как будто вот окунетесь вы снова в эти энергии, вы почувствуете себя, понимаете, снова как будто вам 20 лет. Угу. А вот и кубковый король. Вот посмотрите, девочки, как только вы уделите внимание себе и вот каким-то кавалерам, мужчинам вокруг вас, вот это все начнет уже просыпаться. Вы тоже не сможете уже больше жить вот в этом, знаете, как белка в колесе. Бежит эта белочка, бежит, не может вот никак выскочить из этого колеса, потому что невозможно остановиться, вам кажется, без вас все рухнет. Все, что вы вот несете и тянете на себе, на своей спине, скажем так. Итак, заходит в вашу жизнь. Прекрасно заходит мужчина кубковый. Вот он. Вы кубковая дама, он кубковый король. Хочу сказать, что здесь будет какая-то симпатия, какая-то такая вас энергия вас объединит. Здесь, может быть, даже будет как с первого взгляда, что вы вот увидите друг друга и просто как торкнет, знаете, что это все-таки мое. Так, хочу сказать, что с этим человеком очень на то похоже. Здесь будет у вас серьезные отношения, могут развиваться, которые могут привести к браку и даже к детям, у тех, у кого деток нет. Потому что тройка кубковая часто показывает 2 человека, а 3 рождается у них. Но это, конечно, там, смотря какой у вас возраст и вообще какие у вас желания на этот счет. Человек этот принесет в вашу жизнь много радости. То есть чувство, если у вас бывает когда-нибудь чувство одиночества, вы забудете об этом просто как о страшном сне. Можно сказать, навсегда. Потому что здесь вот любовь, это то, чем он вас точно напоит, скажем так, да. И здесь идет взаимность, здесь идет взаимность. Я хочу сказать, что мужчина либо будет только после развода. Смотрите, возле него вышла мечевая женщина, то есть холодная, нелюбимая. Именно в этом раскладе и в этой линейке. Не значит, что всегда мечевая дама такая. Поняли? Именно здесь я ее такой вижу. Здесь люди либо расстаются, либо сейчас, ну, еще он может быть даже и не разведен, допустим, но в процессе развода может быть. Либо приходит только к тому осознанию, что ему нужно разойтись с этой женщиной. Но здесь точно люди отвернулись друг от друга, уже все. Каждый пошел своей дорогой, и здесь нет любви. Вот. Ну, либо будет показано, это карты хотят сказать, что просто, что он был женат, да, и, может быть, даже разведен. Так, давайте мы будем их линейку, эту можно не читать, там уже все понятно. Давайте мы прочтем о вас. Вот мужчина, наконец-то вас кто-то, да, зажжет, так скажем. Давайте о нем немножечко, что карты скажут. Все-таки интересно же, что за мужчина, что за человек, какой он, давайте. Какой человек, какой характер, какие у него мечты и планы. Давайте вот такое посмотрим. Так. Ну что, вы знаете, он очень много выстрадал в своей жизни. Выстрадал много, но есть такое ощущение, что у него это, знаете, как какая-то была... Какое-то кармическое такое что-то, что ему надо было пережить.
И он это пережил. То есть он это как бы развязал уже этот узел кармический. Видите, здесь вышла карта судьбы. И вышла у нас здесь тройка мечевая. То есть разбитое сердце и какие-то серьезные потери какие-то мог человек этот в жизни пережить. Даже, возможно, было... Это может даже, знаете, честно, может и болел чем-то. Может даже сердце болело. Вот. Но он с этим справился. Ситуация выровнялась уже. Либо, может быть, тяжело и развод пережил. Особенно, допустим, если там дети. Может и так это быть. Но это то, с чем он уже справился. Вот сейчас, после одиночества своего, возможно, долгое время он был одинок, даже находясь в паре с женщиной, да, но вот просто люди, когда друг другу не подходят и не дают тепла друг другу, вот видите, вот в одиночестве он был. И у него сейчас есть огромная, большая мечта, вот карта звезда, мечта. Он семью хочет, девочки, он хочет семью. Десятка пентаклей, это семейная карта. Вот сидит человек, видите, муж, жена, ребенок. У них все хорошо, есть дом, есть гармония, есть богатство, есть все для того, чтобы люди были счастливыми. Вот пентаклевая королева – это то, что он показывает, эта карта, то, что он хочет хозяйку в дом. Просто, не просто женщину, да, для встреч, пришел, ушел, а он хочет, чтобы дома его ждали, когда он идет с работы. Вот в чем дело. Вот такие у него мечты. Но у него за плечами, какие-то такие серьезные, в общем-то, страдания есть. Ну, скажем так, у каждого из нас, да, есть какие-то боли, слезы и потери. Это так оно и есть. Так, давайте о нем еще немножечко спросим. Может быть, например, профессия и внешность. Давайте, тоже ж интересно. Давно я уже не задавала таких вопросов. Картам. Так, зарабатывает он очень хорошо. Вышел у нас пентаклевый туз все-таки. Шестерка пентаклевая. Ну так, хочу сказать, что он такой вообще денежный мужчина. То есть даже человек, скорее всего, у него есть профессия либо в руках, либо в голове, да, что он никогда не боится потерять работу. Он знает, что на новом месте он сразу же тоже будет очень хорошо зарабатывать. Понимаете? Вот что я вижу. Так, дальше. Ну, вот еще и карта мага вышла. Понимаете, человек все может. Вот либо руками, либо головой. Есть такие, что и головой, и руками. Да, сам может что-то придумать, что-то сделать руками. И, конечно, это очень ценный человек и работник. Работу он свою любит. Очень энергичный. Вышел здесь показан у нас на вопрос о работе жезловый король. Может работа быть связана с движением, но не обязательно. Дело в том, что, смотрите, целых две карты показывают, что он любит свою работу. Он реализован там. На работе люди любят его и уважают. То есть, может, мастер, как мастер своего дела. Зарабатывает очень хорошо. И главная карта по магу, это понятно, что вот у него есть какие-то умения, да, я могу, вот что. Он, может быть, знаете, как возьмет в руки железо, он из железа там сделает вам розу, понимаете? Возьмет в руки там другое что-то, и он все умеет. Вот, какой-то как мастер такой, многопрофильный, что ли, да. Вот, и хочу сказать, по жезловому королю мы тоже видим его характер, да, что человек все-таки такой горячий, огненный, темпераментный, загорается быстро какими-то идеями, любит их воплотить в жизнь, да. Скорее всего, поэтому его любят люди. Вот человек, который реально принесет в вашу жизнь большие перемены, и такие они яркие, такие они вот... Ваша жизнь заиграет новыми красками, понимаете? И тоже, я хочу сказать, ваши родные тоже как бы ощутят на себе то, что вы стали счастливой, да? Это все тоже будет очень отражаться на вас, на вашем характере, на вашем поведении и, соответственно, даже на вашем семействе, которое вот есть ваши родные у вас люди. Так, ну вот рассмотрели мы короля такого. Но давайте немножечко еще о нем, о ваших отношениях, да, что карты скажут. Какой бы вопрос вы хотели тут спросить у карт? Ну, я вижу уже, да, что он хочет хозяйку в дом. То есть, если у вас совпадут вот эти интересы, что вы тоже хотите семью, то здесь должно быть все получиться, должно все пойти хорошо. Ну, давайте еще несколько карт, допустим, просто вот подсказка от карт Таро вам с этим мужчиной на будущее, да, у вас должно вот только начинаться, либо вы уже знакомы, но еще не знаете, что это будет вашей половинкой этот мужчина, либо только будете знакомиться. Вот давайте подсказку от карт, просто подсказочку на вот этот ноябрь, что карты скажут. Двойка кубковая, король. Ой, извините. Ну да, король пентаклей, семерка. Итак, ну еще две карты и все. Ой, да хватит и одной, солнце вышло. Ну что ж. Ну что, дорогие мои, подсказка такова.
Здесь идут у вас пара, вы идете парой, двойка кубковая, будете вы в паре однозначно. Вы будете на выборе, потому что действительно будут еще какие-то предложения. Нам это, сигнификация показала, да, мы помним это. Но вы не ошибетесь. Знаете почему? Вы выберете мужчину, действительно, который потом ваши отношения разовьются и перейдут на очень серьезный высокий уровень. То есть будете все-таки парой. Потому что вам такая подсказка, у вас будет с первого взгляда, он вас зажжет с первого взгляда. Вот вы увидите эти глаза, да, вот эту улыбку, услышите его какие-то слова, и вы зацепите, ваше сердечко зацепится за него, понимаете, что вы поймете, что это именно он. Хотя могут еще какие-то другие тоже мужчины рядом быть, крутиться, скажем, да, переписки, какое-то общение, либо знакомство. Смотрите, вышла карта Солнца, замечательная карта, я ее очень люблю, и все любят тарологи. Понятно, что с этим мужчиной будете вы счастливы. Поэтому будьте готовы, пожалуйста, в ноябре к новому знакомству. Только находите на это время, да, пусть лучше вы когда-то откажетесь от какой-то работы, но вы пойдете на свидание, понимаете? Находите время на себя, да, на то, чтобы все-таки дать дорогу, открыть дверь этому вашему будущему счастью все-таки. Вот такой у нас первый вариант. Вот такая классная, интересная история. Сейчас я приготовлю вторую колоду. Для этого я выключу камеру ненадолго, да, чтобы просто ваше время сэкономить. Так, давайте. Итак, второй вариант. Ну что, дорогие мои, вот этот камушек такой коричневый, шоколадненький. Кто загадывал, кто задумывал. Давайте, второй вариант, новая колода. Сюрреалист Тарот. Итак, мужчина в ноябре. Смотрим. Помним сигнификацию. И идем, смотрим сам расклад для вас, мои хорошие. Так, сразу идет у нас мечевой туз. Но это принятие решения всегда. Мечевой туз всегда принятие решения. Судьбоносное принятие решения идет. Так, смотрите, что я вижу в ноябре. Значит, какие-то ваши паузы, какие-то ваши раздумья, размышления по поводу вашей личной жизни, вообще в целом по поводу жизни. То есть кто-то может будет что-то решать, и, ну, не обязательно про личную жизнь, а там работа, переезд, еще что-то. Это здесь вот обе четверки, это у нас вот размышления, это такая пауза обо всем. Здесь вот о любви, да, о ваших чувствах. Мечевая, это вообще о всем, что вам... О всех тех моментах, которые вам когда-то больно, может, было, когда вас кто-то что-то уколол когда-то, да. Вот ваши все вот эти размышления приведут к большим переменам, судьбоносным переменам. Что-то будете менять. Идет мечевой туз. Принятие решения. Ну что, давайте тогда смотреть, что тут за принятие решения и каким образом там будет заходить в вашу жизнь мужчина, да. Давайте. О чем будете принимать решение? Смотрим. Что за принятие решения? Так, вот это да. Ну вот я вижу то, что мне карты говорят. Я вам скажу так. Как будто вы устали вот тянуть на себе какую-то большую ответственность. Какие-то... Как много людей. И вам нужно за все это отвечать, кому-то помогать, куда-то бежать. Вот все это очень много, это очень долго. И есть такое ощущение, что кто-то из этих людей, которых вы так опекаете, действительно в вас нуждается и без вас не может. А кто-то из тех людей, которых вы опекаете, вокруг кого вы вот бегаете, да, тратите полностью себя, свою жизнь, свою энергию. Кто-то, честно говоря, просто большой манипулятор. То есть он прекрасно сам может что-то сделать, но это делаете вы. И вот я теперь вижу, какое вы примете решение после вот этих раздумий своих о том, как вы живете, на кого вы тратите свою жизнь. Вы тратите с любовью, вы отдаете свое сердце с любовью. Но пришло время, вот вы реально как задумаетесь, да, а где же в этом всем я? Где мои интересы? Где мои мечты, где мои желания? И вот я вижу, что вы будете принимать какое-то решение, буквально смотрите, какому-то дьяволу рожки обламывать. Видите, да, вот обламывают рожки дьяволу. То есть каким-то людям, которые вас как используют, как вами манипулируют, вы им обломаете эти рожки, вот и все. Вот вышла карта силы, понимаете? Вышла карта у нас... Карта говорит о том, что вы
вдруг станете выше всех этих обстоятельств. Для себя самой вы поймете, что вам нужно и как вам нужно действовать дальше. Понимаете? Вдруг, наконец-то. Потому что нужно подумать о себе. Вы знаете, сколько так женщин загоняют себя так, что даже потом не могут восстановить здоровье. Потому что их просто используют, просто толпы людей, которым нужно. Все нужно. Да, отвези, привези, не знаю, накорми, купи, убери и так далее, и так далее. Вот здесь вот такое впечатление, что именно людям, не тем, которые в вас нуждаются, но тем, которые вами манипулируют, вот вы обломаете эти рожки. Наконец-то вы станете настолько внутренне сильны, что вы это сделаете, да? Вы скажете: дорогие мои, справляйтесь сами, дайте мне тоже время на мою жизнь. Она у меня одна. Ну что же, видите, должны быть какие-то у вас кардинальные перемены после этого решения. Давайте посмотрим, что за кардинальные перемены вас ожидают. Тут вот просто интересно, что нам скажет колода на этот счет. Да, вот смотрите, буквально вы выходите из иллюзий. Вот у нас вышла карта Луна. По тузу жезловому, по восьмерке, по десятке вы выходите из каких-то своих иллюзий. Или, как бы сказать, заблуждений, понимаете? И вот эти все, какие-то тяготы, они, в общем-то, остаются в прошлом. Вы их не тянете в свою новую жизнь, потому что здесь идет новая жизнь. Ну что ж, наверное, наконец-то пришло время и вам для себя понять тоже, да, что у вас есть вы. И о вас некому больше позаботиться, кроме вас же, правильно? Ну вот смотрите, что у нас вышло. Вышло у нас Солнце. То есть вы сожалеть об этом поступке не будете. Итак, смотрите, наконец-то я вижу, как женщина позволяет себе встречаться с кем-то. И вот идете вы на свидание. То есть буквально находите для себя время, позволяете себе это, понимаете? Своим каким-то родным, близким, либо подругам, которые вас просто, скажем, атаковали, да, что им все время вы нужны, как какой-то медицинский пластырь, все время за них что-то делаете, куда-то бежите. Вот наконец-то я вижу, что вы, поговорив и объяснив своим родным, и, кстати, они нормально это воспримут. Если вы боитесь, что там начнется у них истерика, нет, это не так. Нормально все воспримут. Все люди все поймут. Вот я вижу, что наконец-то пошли у вас перемены. Видите, колесница пошла. И вы начнете уделять себе внимание, понимаете? Идти на какие-то свидания. Как-то какой-то свет, какой-то рассвет появляется в вашей жизни. Понимаете? Яркий свет. Что-то новое, что-то реально важное. Смотрите, вы здесь у нас показаны сейчас верховной жрицей. Верховная жрица. Женщина мудрая, опытная. Женщина, которую вы, в принципе, уже настолько мудрые и опытные, что вы, можно сказать, людей видите насквозь. И вот вам действительно, поэтому действительно очень трудно устроить свою личную жизнь, потому что вы видите насквозь, а если не видите, вы дофантазируете, вы допридумываете, что у этого мужчины на уме и в голове. Итак, я вижу, что у вас есть переживания и волнения, связанные еще с заработками, с денежным вопросом. Возможно, у вас позади были какие-то трудные времена, и вы их хорошо помните. Времена, когда денег не было от слова совсем. Вы помните об этом, потому что вот у вас прямо за спиной, видите, ну вот так можно еще сказать, вот так, да, как это расположена карта, вот, тройка мечевая. Это ваша боль, которую вы никому не показываете, вы ее как бы спрятали, но она есть. Эта боль связана с каким-то ситуацией в жизни, когда у вас не было денег и когда было очень тяжело. Возможно, вам пришлось самой растить детей, одевать, кормить, лечить, вот все на себя одну. А если вот еще рядом не было поддержки мужчины, да, кто бы вот копеечку тоже в дом принес, не только поддержал бы словом, но и делом. И вы это очень хорошо помните. И поэтому сейчас я тоже хочу сказать, невзирая на, как сказать, на то, что вы наконец-то решили, не то что невзирая, вы решили, тоже вспомнили о себе самой, но я тоже помню, что вы очень продолжаете переживать, как бы печетесь о денежном вопросе. Действительно, даже если у вас все хорошо сейчас в материальном плане, я вижу, что вы все держите, постараетесь держать под контролем, потому что вы очень хорошо помните вот эти времена, когда денег не было. И это, конечно, очень правильный вопрос. Я очень надеюсь, что мужчина, который зайдет в вашу жизнь, возможно, тоже поможет, как бы вам сказать, обрести гармонию
гармонию и в этом вопросе тоже. Я вижу, что вы готовы к переменам, наводите полностью порядок какую-то перестановку в личной жизни. И давайте мы посмотрим, но денежный вопрос это то, что вы руку на пульсе держите всегда. Давайте мы посмотрим дальнейшие события. Какой мужчина будет заходить к вам в ноябре, когда решение уже наконец-то с вашей стороны принято, да, то, что вам надоело, возможно, быть одной, надоело все на себе тащить. Итак, ну что мы видим, девочки? Смотрите, императрица, император. И между вами вышла какая карта? Карта судьбы. То есть у вас, девчоночки, в ноябре по судьбе идет встреча с императором. Это именно ваш мужчина, ваша половинка, человек, который вам по судьбе предназначен, скажем так. То, что вы идете именно такой парой, император и императрица, может иногда показывать, например, что вы уже взрослые люди, да, что у вас уже позади есть опыт какой-то, какая-то часть жизни прожита, что вы знаете себе цену, что у вас есть, как вам сказать, ну, семьи за спиной, скажем, там семьи, работа, дети, может быть, взрослые уже. Но семьи, я имею в виду, там, дети, родители и так далее, да. Хотя для кого-то может показывать, конечно, что и муж есть, либо есть жена, но там, к примеру, отношения уже испорчены в хлам, да, такое тоже, конечно, бывает. Потому что предыдущий наш вариант, там вышел король с дамой, но дама была уже, да, отвернута и мечевая, то есть холодная, уже, скажем так, нелюбимая. Здесь в этом варианте мы видим с вами вот пару, императрица с императором у нас. Отношения, которые зародятся обязательно. Пентаклевая семерка, девочки, это именно то деревце, которое, да, семечко посеяли, семечко проросло, вырос этот кустик и вырастет большое дерево. То есть эти отношения обязательно вырастут и перерастут, вырастут во что-то большое, да, скажем, вырастут в сад. Ну, то есть мужчина идет, встреча идет у вас, еще и судьбоносная, все-таки с императором. Давайте тогда, может быть, расспросим, рассмотрим о нем, что карты скажут, да, об этом человеке, немножечко, несколько карт о нем. Но он уже, опять же, видите, вот семечко посеяно. Это значит, либо человек уже вас знает, видел, обратил внимание, либо просто уже так решили небеса, да, что вы обязательно столкнетесь, познакомитесь, да, встретитесь где-то. Давайте о нем немножечко посмотрим. Итак, смотрите, как похоже все вышло. Ну надо же, с первым вариантом часто бывает похоже. Смотрите, тоже вышла карта мага. То есть это человек, который либо имеет какое-то могущество, ну, например, руководитель большой фирмы, там, директор где-то. Вот, могущественный человек, да, который решает такие проблемы, что люди приходят к нему и кланяются, да, надо это, надо то, можно подпишите там эти, поставьте подпись, вот так. Но это, опять же, может значить то, что он очень много всего умеет и может, что он хозяин своей судьбы, он волшебник в своей судьбе, да, что он хочет, то он и добивается. Дальше вышла у нас карта здесь влюбленные. Говорит о том, что человек будет вас любить. Старший аркан. По карте справедливости тоже хочу сказать однозначно, что это показывает карта то, что отношения будут серьезными. Не качели, не одноразовая встреча. Очень часто по карте справедливости это говорит все-таки о том, что может брак быть. Понимаете? Ну и кубковая королева. Это то, как он к вам будет относиться с любовью, с наслаждением, бережно. Я вижу, что для него он умеет любить, для него это имеет, это чувство, это состояние имеет огромное значение для этого человека. И я хочу сказать, я тоже здесь вижу, что он, конечно, хороший любовник. Возле карты влюбленная вышла карта мага, да. То есть этот мужчина может женщину сделать счастливой. Он это умеет. Так, о короле немножечко узнали. Ну, может быть, давайте о нем еще посмотрим, ну, например, профессию, да. Хотя, ну, уже по императору понятно, что там ну, руководитель, скорее всего. А чем он там уже руководит, наверное, какая разница. Смотрите, пентаклевый вышел туз. Опять же, говорит нам о том, что человек хорошо зарабатывает. Может быть, где-то на производстве, может быть, и сам на себя. Так, у него стабильная работа очень, то есть было вчера, есть сегодня, будет завтра. Четверка пентаклевая, карта стабильного фундамента, надежного. Понимаете, все, что связано с работой, у него очень четко, стабильно, надежно. Вот я и говорила вам, возможно, с этим мужчиной вы решите свои материальные проблемы раз и навсегда. Потому что если вы будете муж и жена, то, возможно, вам вообще не надо будет уже наконец-то переживать об этих денежках, да и о работе. Кто-то из женщин, возможно, захочет просто быть дома и быть хозяйкой. Вот и все.
Так, что еще я здесь вижу? Вы знаете, есть такое ощущение, что у него вот очень надежное что-то связано с заработками, с делами, с бизнесом, да? Это надежно, он это не потеряет. Но я вижу с краешку есть какие-то люди, которые желали бы кусочек откусить. Это могут быть, конечно, ну не знаю, например, бывшая жена вполне может быть. Если она недовольна какими-то выплатами, если он там выплачивает что-то, например, на детей, то ей, может, она считает, что это мало, учитывая, смотрите, у него тут жирный какой кусок. То есть по пятерке мечевой, как будто, видите, вот здесь борьба идет. Вот два человека, вот они перемотаны, так перебинтованы, да, борьба идет. То есть есть такое ощущение, что кто-то что-то хочет немножечко от его финансового этого пирога откусить. Но я хочу сказать, этот человек, наверное, не имеет на это права, потому что рядом с этой борьбой вышла семерка кубковая. Это карта иллюзий. То есть это человек, видите, вот карта иллюзий, смотрите, видите, женщина вот из камня протянула руку к мужчине, а он из дерева. То есть они никак не смогут стать парой, потому что они слишком разные, да, из разного материала сделаны. То есть это иллюзии. Вот у этого человека, который хочет, как бы позарился, что ли, на эти деньги, у него иллюзии, то, что он может это откусить. Здесь вообще глыба какая-то непоколебимая. Вот. То есть, если он сам не захочет кому-то что-то дать, то никто не может сюда влезть и откусить кусочек. Вот так хочу сказать. Так, ну видите, как интересно о нем. Тут и характер сразу вылез, да, то есть характер такой себе, твердый, да. Вот рядом с ним вы действительно будете себя чувствовать защищенной во всех отношениях. Ну, конечно, как все мы прекрасно понимаем, с таким сильным человеком наверняка с ним не очень будет легко, да, ведь он наверняка не сможет так резко меняться, на работе быть очень сильным, домой прийти быть там очень мягким. Наверное, и дома вам будет как бы доставаться немножко в том плане, что не может быть и жестковат будет, все может быть. Но давайте посмотрим, будет ли вас устраивать его характер. Вот так, давайте посмотрим, будет ли вас устраивать его характер. Либо придется притираться и даже, скажем так, терпеть. Мало ли. Потому что хороших качеств у него очень много, но наверняка же есть какие-то и недостатки, да? Итак, давайте посмотрим, как вам его характер. Ну что ж, девчонки, все как я сказала. Смотрите, вышло две мечевых карты. Это шестерка и девятка. Но это мечевые карты, это вот какие-то и переживания, да, и какие-то волнения, и какой-то, может быть, как и трудный путь. Хотя шестерка мечевая всегда показывает наоборот выход из трудного пути уже как бы на более такой ласковый и приятный, теплый берег. Что хочу вам сказать. Вы знаете, что я вижу? У нас тут идет карта Иерофанта. Ой, простите, отшельника. Я хочу сказать, что здесь говорится о том, что вы мудростью своей, вы мудростью сможете его разворачивать так, этого человека, знаете, как женщины, мудрость, хитрость, все это рядышком идет, что вот эти его колючки, они будут просто вот по карте смерти как бы умирать, понимаете, да? То есть действительно он не сможет с вами проявлять свою такую прямо жесткость, как где-то там, как на работе, либо как с финансами, просто благодаря вот вашей мудрости, потому что отшельник это всегда у нас мудрый человек. Человек, который глубоко хочет познать себя, познает мир, там, философию и так далее, и так далее. Видите, здесь глаз это же у нас фонарик, да, который приведет человека на тот путь, который будет для человека самым благоприятным. То есть вы своим умом, своей мудростью развернете эту ситуацию в то русло, что все будет благоприятно. Ну и по карте смерти тоже я вижу, что он колючки свои все-таки научится оставлять в коридоре, понимаете, когда он приходит домой. Но здесь ваша мудрость, ваш опыт сыграет роль. Ваша любовь, конечно, естественно. Так, еще мне интересно сейчас, что карты сами скажут, какую дадут подсказку. Такие карты интересные, да, прямо охота и охота их рассматривать. Итак, что карты сами подскажут?
Ну что, девчоночки, точно идет у вас, во-первых, пара. 2 человека, 2 двойки вышло, двойка жезловая, двойка пентаклевая. Я вижу, что вы будете, партнерство очень хорошее у вас будет. Как вам сказать, как любовники хорошая пара, и вы будете как партнеры хороши. То есть, когда идет полное доверие друг к другу, да, вот двойка пентаклевая тоже говорит о том, что вы будете вместе решать пентаклевые дела ваши материальные, да, он будет вам доверять. То есть, возможно, действительно даже кто-то из вас и не будет работать, а будет рядом с вашим мужчиной, либо будет работать вместе с ним, в его там компании, как-то ему помогать, да. Будете вы партнерами как в любви, так и в деловых каких-то, в пентаклевых, денежных ваших делах. Шестерка пентаклевая – это вот общий путь вместе, который начинается. Это счастливый путь, это классный путь. Пентаклевая шестерка – дорога, которая будет освещена мудростью, умом, успехом, удачей. И выход куда у нас по этой линейке? Это у нас уже линейка, которая заключительная, как бы подсказка от карт Таро. На десятку пентаклевую вы выходите. Вы помните прекрасно, что у нас это семейная карта, да? Вот здесь она так прорисована, но все мы знаем, что десятка пентаклевая семейная карта. То есть человек находится там, где ему хорошо, с теми людьми, с которыми ему хорошо, да, там, где ему комфортно. То есть с этим человеком обретете вы свой комфорт и свою гармонию, защищенность, спокойствие за ваш завтрашний день. И, кстати, не только за ваш завтрашний день, а также за ваших родных и близких. Если у вас, например, есть детки, то здесь эти проблемы будут все решены. Никаких материальных проблем не будет однозначно у ваших деток. Что хочу сказать. И я вижу, что вы здесь прямо вот найдете друг друга как партнеры. Знаете, как было вот иногда там, помните, фильмы, либо мы читали там с вами книги, когда встречалась пара, и люди были как и любовниками по жизни, жили вместе, и жена была, вот супруга была как такой партнер для своего мужа, деловой, да, помогала ему. Вот есть такое ощущение, что здесь во втором варианте именно так и будет, что вот такие большие перемены в вашей жизни, понимаете, происходят. И вы действительно, когда будете вспоминать вот эту жизнь до этого мужчины, и уже когда вы будете с ним, но это будет вообще 2 разных планеты. Как будто вы будете думать, что это у меня за жизнь раньше была вообще. Интересно как. Совершенно 2 разные планеты, 2 разных как будто человека, 2 разных судьбы. Вот так вот будет. Ну, вот такой у нас расклад получился на 2 варианта. Всем спасибо за то, что вы со мной. Попрошу вас поставить лайк этому видео. Попрошу вас подписаться на мой канал. Это, кстати, бесплатно. Вот. Ну и на колокольчик тоже нажимайте. Спасибо вам, что вы со мной. Всех люблю и обнимаю. И до новых встреч.